Всем привет! Сегодняшний обзор посвящен герою, который появился в игре чуть более года назад, герою, не оставивших многих игроков равнодушными. Ну и глупо держать интригу, вы видите его сейчас на экране, это Лорд Стихий. Герой магического типа, герой призыва, главным навыком которого является призыв фантома стихии. В начале каждого раунда он призывает фантомов того или иного типа. Вид призванного фантома определяется случайным образом. Следует отметить, что во многих игровых ситуациях войска противника будут в первую очередь атаковать этого фантома, за некоторым исключением. Например, если в бою столкнулись темные рыцари и маги, то они будут атаковать в первую очередь друг друга, так как будут являться злейшими врагами. По своим характеристикам и в первую очередь по скорости атаки фантомы являются юнитами Б ранга. Всего есть три вида призываемых фантомов. Первый — это фантом молнии. Его специальной способностью является возможность нанести урон всем стакам противника, а не только тому стаку, которого он атакует в данный момент. Фантом огня имеет шанс поджечь юнита противника, нанося ему урон в течение 2 ходов. Фантом же льда имеет возможность заморозить стак противника и обездвижить его, не дать ему возможность атаковать или перемещаться в течение 2 ходов. Когда на поле битвы появляются три фантома одного лорда стихии, то они все объединяются в сущность лорда стихии, который имеет повышенные характеристики и содержит все три уникальных навыка фантомов. Могут сработать как все вместе, так может не сработать и ни один из них. Огромным минусом данного аспекта является то, что новые фантомы перестают призываться до того, как данная сущность будет убита. Второй навык лорда стихии — ледяной щит, накладывает баф на определенного юнита, который длится 2 хода и дает возможность поглотить некоторое количество урона. Данный навык может добавить выживаемости вашим стакам, что в конечном итоге может определить исход битвы в вашу пользу. Особенно полезным он будет против противника, который использует юнитов дальнего боя, и в некоторых случаях может поглотить до нескольких атак, как это показано сейчас на видео. Третьим, но не по значению навыком лорда стихии является ледяная стена. Ульта, которая не только наносит урон 3 стакам противника, но также имеет возможность замедлить скорость атаки стеков противника, по которым был нанесен урон, на 2 хода. Правда же, неоспоримым минусом является то, что данная ульта стоит 40 очков души, и чаще всего во втором раунде лорды стихии предпочитают использовать свой второй защитный навык, особенно если играют через Кирина, так как не успевают накопить достаточное количество этих самых очков души. В частности, из-за того, что в основном используют юнитов дальнего боя. Четвертый навык должен усиливать фантомов, которые призывает лорд стихии. Однако же, как и все навыки, которые появляются после пробуждения героя, дает достаточно небольшое усиление на данный момент, и поэтому прокачивать его рекомендуется в последний момент. Проанализировав все преимущества лорда стихии и его навыков, игроки предпочитают тактику расстрела войск противника издалека, что приводит к тому, что если соперник имеет более слабую прокачку или неверно подобранные сетапы, то лорд стихии часто побеждает с малыми потерями или без потерь вообще. Его уникальным талантом является близость к стихии. Талант очень схожий по своему функционалу с талантом эрозия, однако же имеет меньший коэффициент срабатывания. Он должен игнорировать вражеское уклонение или сопротивление. Но среди игроков, по крайней мере на данный момент, подмечено, что талант срабатывает достаточно редко, и многие предпочитают не переводить на него камни талантов. Среди талантов, которые подходят лорду стихии, можно выделить отвлечение, так как призываемые фантомы часто быстро умирают, чем дарят противнику очки души. Также абсолютно всем будет полезно искусство харизмы, так как оно повышает мораль. Удача даст возможность повышения шанса критического урона, что значительно уменьшит шансы противника дойти до ваших юнитов дальнего боя. Сила магии повысит урон от ульты.
Сопротивление – это талант, который также будет полезен всем героям. Он дает возможность избежать нанесения магического урона. Так как количество призываемых фантомов напрямую зависит от количества ваших войск, то искусство лидерства также будет полезно. Искусство силы поднимет ваш урон, и стаки противников дойдут в меньшем количестве, если дойдут вообще. А еще лучше, если стаки противника пропустят пару ходов, и в этом вам поможет искусство молчания. Эрозия будет полезна только в том случае, если вы усиливаете ульту героя за счет вещей лорда. Подстрекательство может увеличить коэффициент срабатывания навыков войск, особенно элитных. В цепочке пробуждения лорд относится к стихии Земли, что означает, что он должен хорошо себя проявлять против завоевателей, архангелов, рав. Но при этом он достаточно плохо себя чувствует в бою с варваром, спартанцем или некромантом. Особенно данная тенденция касается некроманта, так как тот имеет повышенную маг-защиту. Уникальная вещь героя, которая улучшается за слитки кристаллов, по сути выполняет роль антиподстрекательства, уменьшает коэффициент срабатывания навыка вражеских юнитов. Самым большим минусом лорда стихии является возможность его получения. Вы можете или получить из выборочных сундуков, которые дают на выбор фрагмент героя или кристаллы дракона для прокрутки рулетки в выходные, ну или же во время ивента на лорда. Однако же эти ивенты бывают довольно редкими, и не доплатив энную сумму денег, у вас не получится получить лорда за один ивент. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что данный герой является сейчас самым сильным героем магического типа. И если вы любите играть через магов, если вам нравятся юниты дальнего боя, вы не любите терпеть большие потери, то стоит постараться и заполучить этого героя любыми способами. Если данная информация вам показалась полезной, то пишите в комментариях, про какие юниты, про каких героев или события вы хотели бы увидеть последующие видео. Если же автор видео что-либо упустил, то также не стесняйтесь, поправьте его в комментариях под видео. На этом у меня все. Всего доброго.